Ола, амигос! Итак, я оказался в Пуэрто-Рио-Транкило. Конечно же, этот крохотный городок был выбран не просто так. Именно оттуда стартует большинство экскурсий к мраморным пещерам. Озеро Генерал Каррера в Чили, оно же Буэнос-Айрес в Аргентине, это огромное ледниковое озеро, причем одно из самых глубоких в мире, максимальная глубина аж 586 метров. На местном наречии оно когда-то называлось Челенко, что означает «штормовые воды». Сразу вспомнились морские волны пары дней ранее. Так вот, это озеро знаменито на весь мир мраморными пещерами. На самом деле они вовсе не мраморные, а из известняка, но дело не в том, из чего они сделаны, а в том, что это совершенно удивительное место. Волны и течения озера за последние 6 с лишним тысяч лет сформировали в основаниях ряда островов множество тоннелей и колонн самых разных форм и размеров. И эти колонны и тоннели образуют целые лабиринты под островами, по которым можно проплыть на лодке или байдарке. Вариант полной экскурсии на 2,5 часа с заездом на пару отдаленных островов в этот день отменился. Посмотреть пещеры оказывается не так уж просто. При сильном ветре экскурсии отменяются. А теперь вспомните название озера – «Штормовые воды». Так что мне еще, можно сказать, повезло, что с утра был дождь и спокойная вода на озере. Экскурсия была просто сокращена до 1,5 часов. Ограничились пещерами вдоль берега. Правда, это как раз оказались самые знаменитые мраморные постройки. Но не могу сказать, что виды вызвали у меня восторг. Может, дело в завышенных ожиданиях, а может, в погоде. На солнце вода в этом озере выглядит ярко-бирюзовой, и игра света в пещерах с такой водой должна давать совсем другие оттенки. А в пасмурную погоду пещера выглядит явно мрачнее и таинственнее. Но пора ехать дальше. До города Каяки ехать 212 километров, но 103 из них – грунтовка. И хз, что будет с дождем. Прогноз говорил о шансах проехать с ним всю дорогу. В итоге дождь шел половину пути, почти до Серра-Кастильо, где я остановился на пит-стоп. И это обидно, из-за низкой облачности гор вообще не было видно. Так что первые 100 километров были просто в копилку опыта езды по плоходорожью. Ну а потом уже традиционно пришел ветер и разогнал все облака. И возможность поснимать дроном заодно. Виды стали интереснее, но к этому моменту я уже почти выехал из горного парка Серра-Кастильо. В отель приехал часа в 4, так что еще было время прогуляться по городку. В этой сценке все краткое содержание моего отпуска. Новый год. Патагония с ее лютыми ветрами и красивыми горами. Каяки – довольно крупный городок для этих мест. 50 тысяч жителей, региональная столица. Но 31 декабря вечером уже почти ничего не работало. Так что побродил по центру, зашел в магазин за продуктами и обратно в отель. Успел. С 8 вечера город накрыло беспросветным дождем. Благо, в отеле была очень атмосферная лаунж-зона.